Перевод. О мой Господь, погруженный в сладкий сон. О мой Господь, погруженный в сладкий сон. Ты покоишься на водах потопа, а вокруг тебя бушуют свирепые волны. Ты наслаждаешься на ложе из змей, чтобы показывать тем, кто наделен разумом, как сладок твой сон. В это время все планеты Вселенной находятся в твоем чреве. Комментарий. Люди, судящие обо всем на основании собственного ограниченного опыта, подобны колодезным лягушкам, которые не способны представить себе гигантские размеры Тихого океана. Когда такие люди слышат о том, что Верховный Господь покоится на своем ложе посреди огромного Вселенского океана, они называют это мифами. Их удивляет, что кто-то может безмятежно спать, лежа на воде. Однако, если немного поразмыслить, то это не покажется таким уж странным. В океанских глубинах обитает великое множество живых существ, которые едят, спят, обороняются и совокупляются, наслаждаясь своей материальной деятельностью. Если даже такие ничтожные существа могут наслаждаться, живя в воде, то почему всемогущий Верховный Господь не может наслаждаться сном на прохладном теле змея посреди бушующего океана? Господа от других живых существ отличает то, что все его деяния трансцендентны, и он может делать все, что угодно, поскольку не ограничен временем или пространством. Он способен ощущать трансцендентное блаженство в любых условиях, независимо от материальных обстоятельств. Перевод. О мой Господь, погруженный в сладкий сон, ты покоишься на водах потопа, а вокруг тебя бушуют свирепые волны. Ты наслаждаешься на ложе из змей, чтобы показать тем, кто наделен разумом, как сладок твой сон. В это время все планеты Вселенной покоятся в твоем чреве. Намасте Сарасвати Гауравани Качари Нирвишеша Шуньявани Аштадешатари. Счастье. 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 Счастливый. Счастливый. So nice. I'm happy to be here. Я очень счастлив быть здесь. And I'm happy to be able to say something on Srimad Bhagavatam. Я очень рад возможности сказать что-то о Шримад Бхагаватам. By the mercy of Srila Prabhupada. Это возможно по милости Шрилы Прабхупады. And the super soul. И сверхдуши. But helps us remember what Prabhupada has said. Потому что по ее милости и по его милости, сверхдуши, я смогу вспомнить то, что говорил Шрила Прабхупада. And as usual in the Bhagavatam it talks about Krishna. Как всегда в Бхагаватам рассказывается о Кришне. In Bhagavad Gita, Krishna says, Janma karma chame divyam evam yove tattvataha tyaktvadeha panarjanma naiti mam eti sorjana. The one who can understand the transcendental nature of my appearance and activities. В Бхагавад-гите Кришна говорит: Джанма карма чаме дивьям. Если человек понимает трансцендентную природу моего явления и моих деяний, does not take birth again in the material world, он более не вынужден рождаться в этом материальном мире. but he goes back to the spiritual world. Но он возвращается домой, в духовное царство. Therefore, our mission, first of all, is to understand about Krishna. Поэтому в первую очередь мы должны поставить себе целью понять Кришну. Generally, understanding takes 3 different stages. Как правило, чтобы понять что-то, человеку нужно пройти через 3 последовательных этапа. Submission, Это покорность, inquiry, вопрошание and service. и служение. And then there can be some understanding. Тогда только человек может понять что-то. And in between the submission and the inquiry, and between the inquiry and the service, there are different aspects of devotional service. И между этим смирением и вопрошанием, а также между вопрошанием и служением лежат
находятся все разнообразные методы преданного служения. In any case, first we have to become submissive. Но так или иначе, все начинается с покорности, со смирения. Submissive means submissive to Krishna. Покорность подразумевает покорность Кришне. We're already submissive, but we're submissive to the illusory energy. Мы и так уже покорились иллюзорной энергии. The senses, the mind, the intelligence. There, Krishna says, Indriyani mano buddhira astidishtana uchate etera vimohadate shadyanam avritidehna. The senses, the mind, the intelligence are the sitting places of lust. Мы уже покорились уму, чувствам и разуму. Кришна говорит в Бхагавадгите, что обителью вожделения, обителью похоти являются чувства, ум и разум. And which are Indriyani mano buddhira astidishtana uchate. Therefore, one has to know how we're being bewildered by the illusory energy. Поэтому человек должен хорошо понимать, как эта материальная природа, иллюзорная энергия, вводит его в заблуждение. And instead we have to become submissive to the spiritual energy. И поняв это, человек должен покориться духовной энергии. Those instructions coming down through the disciple succession. Тем наставлением, которое мы получаем по ученической преемственности. And control the mind and senses. А также научиться управлять умом и чувствами. The senses and mind are demanding so much service. Ум и чувства требуют от нас служения в свой адрес. Generally, the mind is hankering for some better situation in the future. Как правило, ум поглощен мыслями о том, как улучшить свое положение в будущем. Or lamenting about how we couldn't achieve our desires in the past. Или переживает о том, что в прошлом ему не удалось достичь поставленных целей, воплотить свои желания. But devotional service has to be rendered in the present. Но преданным служением необходимо заниматься в настоящий момент. That in the past we didn't own anything, everything was Krishna's. Потому что в прошлом у нас ничего не было, все это принадлежало Кришне. And in the future everything will still be Krishna's. И в будущем все по-прежнему будет принадлежать Кришне. The idea that we lost something or that we have something to gain is a product of illusion. И если мы думаем, что мы потеряли что-то или что мы собираемся приобрести что-то, то эти мысли не что иное, как признак иллюзий, следствие иллюзий. As soon as we desire something, then there will be lamentation. Как только мы Eventually there will be lamentation. начнем желать чего-то, стремиться к чему-то, нас неизменно ждет переживание потом, расстройство. So unless one is able to control one's mind and senses, one will not be able to hear. Поэтому пока человек не обуздает свои ум и чувства, он не сможет услышать. At least not hear with the proper attitude. По крайней мере, он не сможет слушать с правильным настроением. As long as we're trying to control the material energy or desiring to control the material energy, Покуда мы продолжаем, настаиваем в своих попытках управлять материальной энергией, желаем управлять ей. as long as we're frustrated over our inability to do so, И покуда мы будем расстраиваться, разочаровываться из-за своей неспособности контролировать эту энергию, it will not be possible to hear with the right attitude. мы не сможем слушать с правильным умонастроением. And therefore we won't be able to understand Krishna very well. Поэтому в конце концов мы не сможем постичь Кришну так, как следует. And if we don't understand Krishna very well, Если мы не познаем Кришну во всей полноте, we won't be very much inspired to serve Him very well either. мы также не будем чувствовать воодушевление служить Ему. And if we don't serve Him very well, we won't realize Krishna. И если мы не будем служить Кришне должным образом, то мы не сможем осознать Его. And therefore we'll have to take another birth. И, следовательно, мы вынуждены будем принять очередное рождение. Hopefully with another opportunity to serve Krishna again. И дай Бог, чтобы нам предоставилось, в этом рождении нам предоставилась новая возможность служить Кришне. Nunam pramata kurute karma indriya pritya prinoti nasada manye yata atmanoyam asanna pikleshada ashtadeha. Maharaja Shadev is saying, Nunam pramata kurute karma. We're all crazy. Махараджа Ришабадев говорит, ну нам прамадам куртеви карма. Люди сумасшедшие, мы все сумасшедшие. Why are we crazy? Because we want to
serve the senses. Почему он называет всех нас сумасшедшими? Потому что мы пытаемся служить чувствам. Nunam pramata kurute vikarma. In a way which is vikarma, which is bad. И в попытках служить чувствам мы прибегаем к очень плохим методам, Which simply causes problems. которые в конце концов причиняют нам лишь неприятности. Yet indriya pritya aprinoti, because we have some kind of love and affection for this body. Почему мы это делаем? Потому что у нас есть некая привязанность или влюбленность в это тело. But if a person is a little bit intelligent, Однако Ришабадева Махарадж продолжает, если у человека остался какой-то разум, they'll realize that serving the body is simply bringing another body. то он поймет, что служение этому телу приводит лишь к одному результату, к тому, что мы получаем очередное тело. Yata atmanoyam asannapi kleshita. And not only giving another body, but the result will be distress. Но мы не просто получим очередное тело, в конце концов мы будем страдать. So this is the beginning of spiritual life. Understand that. С этого понимания начинается духовная жизнь. That as soon as we want to become independent from Krishna, the material nature will misdirect us. Как только мы вознамеримся заполучить независимость от Кришны, материальная энергия немедленно введет нас в заблуждение. The illusion, as Krishna is everywhere, illusion is everywhere. Точно так же, как Кришна пронизывает собой все, так и иллюзия пронизывает собой все. Daiviyesha gunamayi mamamaya dharatya mameva ye prapadyante mayametam tarantite. This divine energy of mine is consisting of the three modes is very difficult to overcome. Кришна говорит, что мою божественную энергию, состоящую из трех гун материальной природы, чрезвычайно сложно преодолеть. Only one who takes shelter of me can easily cross beyond it. С легкостью преодолеть ее может лишь тот, кто полностью предался мне. So taking shelter of Krishna means to at least take shelter of the fact that we're Krishna's servant. И что значит предаться Кришне? Это означает, что как минимум мы понимаем и признаем, что мы слуги Кришны. And therefore being willing to use this body in Krishna's service. Поэтому тело свое мы стремимся задействовать в служении Кришне. Utilize the mind in Krishna's service. Задействовать в служении Кришне свой ум. Utilize the intelligence in Krishna's service. И свой разум. Then that submission and service is not enough. И такой покорности, и такого служения, тем не менее, еще недостаточно. We should also become inquisitive. Человек также должен исполниться интересом, он должен вопрошать. How, not only what service we should do, but how we should do that service. Он должен вопрошать не только о том, какое служение ему выполнять, но о том, как выполнять это служение. Who is Krishna? О том, кто такой Кришна. So, Jignasu Shreya Uttama. We should be inquisitive. What is the ultimate goal of life? Джигьясу Шрея Уттама, такой человек его должен интересовать вопрос, в чем же высшая цель жизни. So that's the more advanced stage of devotional service. И это уже следующий шаг на пути преданного служения. Not only to be submissive and humble. Человек не только смиренен и покорен. After all, in Bhagavad Gita, Krishna says, Amadidvam, Adambidvam, Ahimsa Shanti Arjavam, Acharyopasanam Socham. This may be a qualification for approaching a learned devotee. Да, это те самые качества, которые нужно иметь, чтобы обратиться к ученым преданным. Submission and humility. Покорность и смирение. But one has to go beyond that also. Но человек должен идти дальше. One has to develop transcendental expertise and discrimination. Человек должен стать искушенным в трансцендентной науке, должен научиться различать. Not only what to do, but how to do it. Должен научиться видеть не только лишь то, чем ему нужно заниматься, но как ему нужно этим заниматься. So that one can come to the spiritual platform of consciousness. Тогда человек сможет возвысить свое сознание на духовный уровень.
then we can understand something about Krishna and truth. И вот в этом случае мы сможем что-то воистину познать относительно Кришны. We hear about Krishna lying on the ocean. Когда мы слышим о том, что Кришна возлежит на водах океана, may not enter into our heart very easily. Может быть, это не так легко проникает в наше сердце, находит в нем отзвук. It is said that if someone is very insignificant, говорится, что если человек незначителен, but you have some love for that person, но вы любите этого человека, then whatever they do is extraordinary to you. то вам кажется, что все, что бы ни делал этот человек, очень необычно, из ряда вон. You have a little baby. Например, у людей маленькие дети. Goes ga 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 ga. И младенец говорит там гу 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 га. Then you become overwhelmed with the fact that he can say goo goo ga ga ga. И родители восхищают просто, они очень радуются, когда слышат, как ребенок гугукает. Because you have some love for the little baby, whatever it does, you find extraordinary. Потому как у родителей есть любовь к младенцу, к своему ребенку, что бы он ни делал, им кажется, что это нечто необычное. But if you don't love someone, whatever they do, you find completely boring. Но если вы не питаете к человеку каких-то теплых чувств, не любите его, то чем бы этот человек ни занимался, вам будет просто скучно смотреть на это. Because we don't know Krishna, whatever he does doesn't make any difference to us. Поскольку у нас нет любви к Кришне, чем бы он ни занимался, это никак на нас не влияет. He's lying on the ocean. Да, он возлежит на океане. Before the creation. Это происходит еще до начала творения. The water of devastation. Он возлежит на океанах потопа, на водах океана потопа. And for us, it's a fairy tale. И мы воспринимаем это как сказки. We don't believe in the water of devastation. Мы вообще не верим ни в какие воды потопа. We don't believe Krishna can lie down on the water of devastation. И вовсе не верим, что Кришна может возлежать на этих водах потопа. And even if he does that, it makes no difference to us. И даже если он возлежит, ну какая нам разница? We think we have our life, Krishna may have his life. Мы думаем, ну, у него там Кришна своя жизнь, а у меня своя жизнь. So this is only the third canto. Но это лишь только третья песня. What to speak when we get to the 10th canto? Что же будет, когда мы с вами дойдем до 10-й? We can't understand the third canto. How are we going to understand the 10th canto? Если мы не можем понять даже то, что описано в третьей песне, как же мы можем понять 10-ю песню? So it's a question of whether we take Krishna seriously or not. Вопрос в том, насколько серьезно мы принимаем Кришну. Whether we think Krishna is this big, думаем ли, что Кришна таких размеров, или вот таких размеров, или может быть вот таких размеров. We measure Krishna according to our experience. Мы измеряем Кришну на основе своего собственного опыта. So that's completely normal. И это считается нормой. The problem is our experience is about that big. Но проблема в том, что наш опыт ограничен. So everything fits into that little box that we have. И мы пытаемся запихать все, что мы видим, в эту маленькую коробочку нашего опыта. But to become Krishna conscious, we have to expand our experience beyond that little box. Но для того, чтобы осознать Кришну, мы должны расширить свое сознание, выйти за рамки маленькой коробочки нашего опыта. So the greatest impediment is that we think we know everything already. И самое большое препятствие в этом заключается в том, что мы считаем, что уже и так все знаем. That's one reason why the conditioned soul is not very humble. Это одна из причин, по которой обусловленная душа не отличается от особым смирением. He thinks, well, everything is in that little box of my experience. Обусловленная душа думает, что я уже запихнула в коробочку своего личного опыта все, что есть в этом мире. And if anything's outside that little box of experience, it's not very important anyhow. Если, конечно, что-то вообще есть, что выходит за рамки этой коробочки моего личного опыта, то это все равно не имеет никакой ценности. Okay, I'll open my box of experience a little bit. Хорошо, я согласен немножечко расширить границы своего опыта. But not more than that. Но не сильно уж. Therefore, if we want to make advancement, we have to become open. Таким образом, для того, чтобы продвигаться по этому пути, мы должны открыться. So that's the beginning. С этого все начинается. But of course, why are we not open? Because we're being dragged away by illusion.
Но поскольку, но почему мы не открываемся? Почему мы не раскрываемся? Потому что иллюзия оттаскивает нас назад. Prabhupada said the problem with the devotees is that they're not sufficiently afraid of Maya. Прабхупада говорил, в частности, что одна из проблем преданных в том, что они недостаточно сильно боятся Майи. We think, oh, today, now I'll play a little bit with Maya. Мы думаем, сейчас я немного поиграю здесь с Майей в игры. Now I'll play a little bit with Krishna. А теперь я с Кришной в игры Then with поиграю. Maya again. Теперь опять с Майей. And everything will be alright. И все у меня будет нормально. No, one has to become determined to give up the illusory consciousness. Нет, человек должен с решимостью отбросить иллюзорное сознание. Not that in the temple this book is Krishna's. Не то, что вот да, в храме эта книга принадлежит Кришне. And in my house it's mine. А у меня дома это моя книга. In the temple I'm a faithful servant of Krishna. В храме я верный, покорный слуга Кришны. And outside the temple I become Romeo or Juliet. А за забором я становлюсь Ромео или Джульеттой. In the temple Krishna has his pastimes. Кришна являет свои лилы, свои развлечения в храме. And outside the temple I have mine. А за забором я являю свои развлечения. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Не знаю, кто такие. Доктор Джекил, мистер Хайд. Который образ. Это идея оборотня, да, что лекарство принимал и превращался ночью в другого человека. In other words, we have to hear and accept at least the fact that we're Krishna's servants. Иными словами, как минимум, мы должны услышать и признать тот факт, что мы являемся слугами Кришны. Naham vipra nachanara patira, naham navapina sudro, naham varni nachagriya patira, navasto yatirva, vikila. What's that? Yeah, Nikila Paramananda Purnamrita Vira Gopi Bharata Padakamalayara Na Dasa Dasa Anudasa. At least theoretically accept that I am nothing but Krishna's servant. Как минимум, в теории человек должен признать, что он является лишь слугой Кришны. Then, that faith, we have to follow it. И дальше человек должен следовать за этой верой. Try to fix the mind in Krishna consciousness. Он должен постараться утвердиться в сознании Кришны. And don't play around with the mind. И прекратить заигрывать с Майей. So now I'm trying to fix the mind on Krishna consciousness. Итак, сейчас мы пытаемся сосредоточиться на сознании Some Кришны. idea comes up. И вдруг в наш ум залетает какая-то мысль. Я думаю, вот она полетела. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. No, we have to give up this distraction. Мне нужно прекратить отвлекаться. Shraddhavan. Krishna says in Bhagavad Gita, Shraddhavan anusuyastra shuniyat apino yonara prapnivat punyakaramnam. Shraddhavan anusuyastra sopi mukta subhalokan prapnivat punyakaramnam. So, Shraddhavan, we have to become faithful. Кришна использует слово Бхагавад-гите Шрадаван. Это означает, что мы должны исполниться верой. What is that faithful? А что за вера? Fix the mind upon Krishna. Поверить или исполниться верой означает, что мы сосредотачиваем ум на Кришне. Fix the activities on Krishna. Всю свою деятельность построить вокруг Кришны. Fix our words on Krishna. И говорить только о Кришне. Chant Hare Krishna. Повторять Харе Кришна. Sad means heart. Шрад означает сердце.
And da means to give. Да означает давать или So we вкладывать. have to give our heart to Krishna. Таким образом, это означает, что мы должны отдать свое сердце Кришне. Concentrate our heart on Krishna. Сосредоточить свое сердце на Кришне. And anasuya is without envy. И следующее слово, анасуя, означает, что мы должны делать это без зависти. I'm going through all this tapasya, Да, я вот подвергаю себя этим аскезам, serve Krishna. служу здесь Кришне. But Krishna is so big, so great. Но Кришна такой большой, такой великий. I wish I was Krishna. Вот бы я тоже был Кришной. Maybe by all this austerity I'll become Krishna. Может быть, все эти аскезы позволят мне стать Кришной. Not to be envious of Krishna. Нет, Кришне не надо завидовать. He's lying on an ocean of devastation. Да, он возлежит на водах океана потопа. And he's happy. А он счастлив там. I'm in this life. А я живу своей жизнью. It's a devastation. И тут у меня тоже потоп сплошной. And I'm unhappy. Сплошные несчастья. И я несчастлив. He's always happy. Он всегда счастлив. And I'm always unhappy. А я всегда несчастлив. I wish I was Krishna. Вот бы я был Кришной, а? No, we should wish we were like Krishna. We should be happy Krishna is Krishna. Не, мы должны доверять Кришне и быть счастливы тем, что Кришна это Он, а это другое. Because Krishna is doing a lot better than we could do. Потому что Кришна может быть Кришной гораздо лучше, чем мы. If they made us Krishna for a day, Если мы хотя бы на день станем Кришной, think of all the problems we просто вообразите, что вы будете делать со всеми этими проблемами, которые вы натворите. Just like the cowherd boys and the cowherd men. Как пастушки и пастухи. Krishna was holding up Govardhan Hill with his little left pinky. Кришна держал холм Говардан с мизинцем своей левой руки. And for 7 days and nights he was standing there with his little pinky holding up Govardhan Он Hill. продолжал стоять там под Говарданом, держа его на своем мизинце левой руки 7 дней и ночей. And all the cowherd men, and the cowherd boys, they took their sticks to help Krishna hold up the hill. А пастухи и пастушки схватали свои палки и посохи для того, чтобы помочь Кришне держать гору. So finally it was time to put the hill down. И когда настало время, чтобы поставить холм на место, so the cowherd men told Krishna he could put the hill, he can stop holding the hill, and they put it down for him. Пастухи сказали: Кришна, ты можешь опустить гору, и мы сами поставим ее на место. So Krishna said, all right. Кришна согласился. And transferred a little of the weight of Govardhan Hill to their sticks. И немножечко перенаправил центр тяжести холма Говардан на посохи пастухов. And they all fell down. И они все просто свалились под тяжестью. And then Krishna, they realized Krishna is actually the one who's holding up the hill. И тогда до них дошло, что на самом деле все это время холм держал Кришна. We may think we're holding up the hill. Мы можем думать порой, что мы держим горы. But Krishna is just allowing us to think like that. Это просто Кришна позволяет нам думать таким образом. Ultimately, with or without us, Krishna can hold up the hill. В конце концов, с нами или без нас Кришна справится, Он выдержит этот холм. Nimitra matram bhavasava sachin. Just try to become an instrument for Krishna. Нимитта матра бхава савесачин. Ты просто стань инструментом в моих руках, говорит Кришна. Without this false prestige, oh, without me, how can the movement go on? И отбросите ложные представления о том, что ну как же без меня, как же все это будет продолжаться. I'm doing such fabulous service. Я же делаю такое выдающееся служение. I am the mercy in the movement. Я это просто свет, это просто милость этому движению. No, nimitra matram bhavasava sachin. Tasmadu tishri sholabhasva. Get up. Нет, вставай, говорит Кришна. Get out of ignorance. Давай, вылезай из этого We're невежества. dreaming. Хватит спать, видеть сны. Oh, I'm doing so many things. Я столько всего делаю. By my mercy, everything's going on. По моей милости все это продолжается. But that's all illusion. Нет, это все сказка, иллюзия. Это все Because we're dreaming. вызвано невежеством, это просто сны. Tasmadu tishti sholabhasva. Do something which will actually bring about real fame. Проснись и сделай что-то, что по-настоящему прославит тебя. Which is actually glorifiable.
то, что на самом деле достойно славы. Nowadays they glorify all these demons. В наше время люди заняты прославлением демонов. And we're thinking, if I could become a big demon, everyone would love me. И мы думаем, да, если бы я стал выдающимся демоном, все бы меня полюбили. Now I'm trying to become a devotee. А тут я вот пытаюсь No преданным one стать. cares about me. И кому до меня дела нет. Oh, devotees are so common. Да, что такое? Ну, преданные. But if I can become a big demon, wow. Но если я стану выдающимся демоном, If I got money, когда у меня будут деньги, fame, слава, followers, последователи, everything Chaitanya Mahaprabhu said he didn't want. все, чего так не хотел Чайтанья Махапрабху. That's what I want. Я-то хочу этого. If he doesn't want those things, Если он их не хочет, give them to me. то пусть мне отдаст. Then life will be good. И тогда жизнь наладится моя. All right, I'll do a little service to Krishna. Ну хорошо, Кришне я тоже, конечно, послужу. I'll be a little humble. Немного, I'll be a little tolerant. немного смиренным I'll praise буду, others. немножко буду терпеть, немножко буду прославлять других. I'll do service to Krishna. Какое-то служение буду выполнять для Кришны. But give me all those things Chaitanya Mahaprabhu doesn't want Ну пусть у меня будут все эти вещи, от которых отказывается Чайтанья Махапрабху. for my humble service. Это мне нужно лишь для смиренного служения. So that's just another state of illusion. Это лишь разновидность иллюзий. Tasmaditi Shri Sholabhasva Jitva Shatrum Bhukshva Rajan Sarmida. Give up this illusion, get up, fight, and try to utilize this world for Krishna. Вставай, проснись, отбрось эту иллюзию и попытайся занять этот мир в служении Кришне. For Krishna's mission. В служении миссии Кришны. Tasmatva mutishri sholabhasva jitva shatram bhukshva rajan sridam. Mayavata nihatam purvamevam niyamitra matram bhavasava sachin. If you do that, all your enemies will actually be vanquished. Если ты сделаешь это, то ты избавишься от всех своих врагов. And what are our enemies? Что это за враги? Prahlad Maharaj said the only real enemy is our uncontrolled mind. Прахлад Махарадж утверждает, что единственный по-настоящему враг для нас – это неуправляемый ум. We're allowing the mind to go to so many subject matters. Он позволяет своему уму растекаться по стольким темам. Probably the devotee's greatest enemy. Пожалуй, это величайший враг преданного. In the Western world, at least. По крайней мере, на Западе. It's Facebook. Пожалуй, величайший враг преданных, по крайней мере, в западных странах, это Facebook. The internet. Или шире. Surfing the internet. Когда My мы mind. плаваем по волнам интернета на корабле ума. Click that page. Ну-ка нажмем на эту ссылочку. See what happens. И что же будет? I'm not responsible. Ну, я не знаю, я не отвечаю, это как бы не в моей власти, что там Because I'm происходит. surfing internet. Я просто тут плавал в волнах интернета. Get overwhelmed by the waves of Maya. И некоторые волны майи захлестнули меня. No, we have to control, give up these enemies. Нет, нужно справиться с этими врагами. And the first enemy is И первый враг this inquisitiveness. What does Maya have to offer to me today? И первым нашим врагом является любопытство. Нам интересно, что там у Майи припасено для меня. Let me experience something in Maya. See what the taste is. Сейчас я попробую на зубок эту Майю. Oh, here's a little Maya. Ага, чуть-чуть Майи вот. Looks pretty good. Ну, выглядит неплохо. Maybe the other side is better. Ну, может, с другой стороны попробуем откусить, там лучше будет. Bad day. О, ужасный день сегодня был. Tomorrow maybe it's better. Ну, может, завтра получится Hare что-то. Krishna, Hare Krishna.
Maybe inside out is better. Может быть, наизнанку вывернуть, тогда лучше будет. Tomorrow. Ладно, завтра. Puna puna charvita charvanana. Same thing. Одно и то же. Ah, it's different. О, другая совсем. Somewhere it's out there. Ну где-то это есть наверняка. Where is it? Где же оно? So that's material energy. Так действует материальная энергия. So one has to become Shadavan. И человек должен стать шадаваном, Fix the mind on Krishna сосредоточиться на Кришне and not be envious и не завидовать. that he's existing on the water of devastation Не завидовать тому, что Кришна возлежит на водах потопа in great ecstasy. и при этом чрезвычайно счастлив. Shadavananasya shrinu yad api yonara sopi mukta savalokan prapnuvat punakarana. Then one becomes a little purified. Тогда человек немного очищается. Then kachire tatshutam parata tvaya kagrena chetasa kachiragana samoha pranatas tedanandya. Then we become eligible to listen. После этого человек становится способным услышать. Not that I'm trying to control my mind. Не то, что я вот пытаюсь тут как-то с умом совладать. I've given up some of my envy against Krishna. Я отбросил зависть к Кришне. No, then one becomes qualified to listen. Да, и после этого человек способен услышать. With attention. Внимательно услышать. And if we hear with attention, then we'll realize Krishna. И когда мы слушаем, внимательно слушаем, тогда мы можем понять Кришну. Then Krishna lying on the ocean of devastation will not seem like a dream. Вот в этом случае, услышав о том, что Кришна возлежит на водах потопа, мы не будем думать, что это какой-то сон просто. Instead, our ideas about the material world will seem like a dream. Нет, как на сон мы будем смотреть на свои представления о материальной жизни. Kachire tatshutam parata tvaya kagrena chetasa. Have you actually heard with attention? Слушали ли мы когда-либо внимательно? And our ignorance, your mode of ignorance, have you gotten free from mode of ignorance? Избавились ли мы от влияния гуна невежества? And illusion, the mode of passion. Избавились ли мы от иллюзии, порождаемой гуной страсти? I am the Lord. Я повелитель. Ishvaraham aham bogi, siraham balavam sukhi. I am the Lord, I am the controller. Я тут всем управляю. Ishvara, I am the Lord. Ishvara, hum bogi, I am the enjoyer. Я наслаждаюсь этим. Siraham, I am perfect. Сидохам, я совершенен. Balavan sukhi, I am powerful. Я очень могуч. I am happy. Я счастлив. So there's all passion, ignorance. Это все лишь страсть и невежество. So what does Arjuna say? И что говорит Арджуна? Yes, I heard you speak. I heard you speak a Krishna book. I heard you speak a Krishna book. Я слышал, что ты... Арджуна? Арджуна говорит, да, я слышал, ты рассказал книгу о Кришне. I heard every word. Я слышал все. Whatever it was. Я слышал каждое слово. Don't ask me any questions. Так что не надо больше задавать мне вопросов. I was awake the whole time. Да, я все время слушал, я не спал. Although my eyes were closed. Хотя глаза мои были закрыты. No. Nashna moha smritira lagva. My illusion has now been dispelled. Нет, Арджуна по-другому сказал. Он сказал, что теперь вся моя иллюзия рассеялась. Now I'm beginning to remember what's actually going on. Теперь я понял, что вокруг меня происходит.
prasada. And I understand it's all by your mercy. И я также понимаю, что все это произошло лишь по твоей милости. Not that because I am so great, therefore naturally I'm realized. А не потому, что я такой вот великий, могучий, и поэтому естественным образом все осознал. No, I'm very tiny, and by your mercy, you're awakening me again. Нет, я очень маленький, незначительный, но по своей милости ты пробудил меня. Therefore, now I'm prepared to do what you are asking me to do. Поэтому теперь я готов, решительно готов делать то, о чем ты меня просишь. So we have to come to these different stages if we want to make advances. И если мы хотим развиваться на духовном пути, нам необходимо пройти через эти последовательные этапы. We have to learn we have to make an effort to concentrate on what we're doing. Мы должны прикладывать усилия для того, чтобы сосредоточиться на деятельности. Not get diverted. А не то, что отвлекаться постоянно. Give up our enviousness. То есть не отвлекаться вообще и отбросить свою зависть. I should become great. Зависть выражается в мыслях о том, что я должен быть великим, я должен стать могущественным. I should become important. Я должен обрести какую-то важность, значимость. Give up this. I should get what I want. Или мысль, что я хочу того, чего я хочу. Этого нужно избавиться. No, we should listen. Нужно просто слушать. And then if we listen nicely, если мы правильно слушаем, then the result is that we'll be able to get free from ignorance and passion. То мы естественным образом избавимся от влияния страсти и невежества. Then we'll become willing to become an instrument for Krishna. И тогда мы сможем стать хорошим инструментом в руках Кришны. Not to become Krishna. Не стать Кришной. Not to become great. Не стать великими. No, simply nimitram matram bhavasavasachin. Just become an instrument for Krishna. Но лишь стать инструментом в руках Кришны. And that means to help in Krishna's mission. А это означает, что мы сможем помогать Кришне в его миссии. To help others realize how wonderful Krishna is. Сможем помочь другим осознать величие Кришны, насколько он удивителен. And how we can become part of his mission. А также осознать то, какое место в миссии Кришны мы сможем исполнять. As Krishna is wonderful, so his mission is also wonderful. Поскольку Кришна удивителен, миссия его также удивительна. And then when we become part of his mission, we'll realize how wonderful Krishna is. Когда мы присоединимся к миссии Кришны, тогда мы сможем постичь, насколько удивителен сам Кришна. And Krishna lying down in the water of devastation is a very small part. И когда мы то, что Кришна возлежит на водах потопа, это лишь маленькая часть той удивительной картины, которая откроется перед нами. But even that small part of Krishna's wonder is also unlimitedly wonderful. Но даже эта небольшая часть всей картины сама по себе также чрезвычайно удивительна. And we'll realize if we actually understand what is the process of devotional service. И все это мы сможем понять лишь тогда, когда мы хорошенько разберемся в том, что такое преданное служение, в чем заключается этот процесс. And try to follow it to the best of our ability. И будем изо всех сил стараться следовать ему. So, спасибо. Питание? Вопрос. В разных странах разные слова. Yes. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что является природой сомнений и стоит ли от них uходить? И если да, то как это сделать? В процессе служения. So what do you think is the nature of doubts and whether one should get rid of them and by what means? Doubts are due to ignorance. Причиной сомнений является невежество, неведение. And Krishna says, Maya Satamanat Partha Yogam Yun Janmarashaya Asamshayam Samagramam Yata Gyasasi Tatshina. Now hear from me, O son of Pritha. Кришна говорит, слыши от меня, о сын Притхи. So Krishna wants us to listen. Кришна хочет, чтобы мы слушали. That's the first way of getting free from doubt. Это первый способ, как можно избавиться от сомнений. So Krishna will say two things. И Кришна скажет о двух вещах. How to practice yoga. Как практиковать йогу. And at the same time be fully conscious of Krishna. Or be conscious of Krishna. И в то же время осознавать Кришну. Then we can know Krishna.
Тогда мы сможем понять And Кришну. as much as we realize Krishna, to that degree we become free from doubt. И мы избавляемся от сомнений до той степени, до какой мы осознали Кришну. So we have to hear Поэтому нужно слушать how to perform devotional service о том, как служить Кришне, and how to do it in Krishna consciousness. и как делать это в сознании Кришны. Then gradually Krishna will reveal himself to us. И постепенно Кришна откроется нам. And he does that, then our doubts will go away. И пропорционально тому, как он будет открываться нам, из нас будут уходить. We'll realize that Krishna is God. Будем освобождаться от сомнений. Мы будем понимать, что Бог это Кришна, а не я. We'll realize we're not this body. Также будем понимать, что мы не являемся телами, We're not the doer of our activity. что мы не действуем, We're not the enjoyer of our activities. что мы не совершаем деятельность и не наслаждаемся ею, We're not the liberator of anyone. что мы не можем никому даровать освобождение. Either we're the servants of Maya or the servants of Krishna. Просто мы состоим лишь на службе у Майи, либо служим Кришне. And if we become servants of Krishna, then all our doubts will go away. И если мы служим Кришне, то так мы избавляемся от всех сомнений. Yes. Как вот для людей, живущих дома, вовлеченных постоянно вот, как бы, в такой 4-часовой процесс преданного служения, быть постоянно сосредоточенным, как бы, и не падать в маю. Вопрос в том, как людям, которые не живут в храме, да, которые не заняты 24 часа в сутки служением Кришне, оставаться сосредоточенным на Кришне и не падать в майю. How can the people who are not 24 hours a day engaged in the service of Krishna, who are not living in the temple, for example, how can they stay concentrated on Krishna without falling down to Maya? We don't have to worry about falling into Maya. Но нам не нужно волноваться об этих падениях в Майю. We're already in Maya. Мы уже в Майе. Не надо волноваться о том, что мы пойдем в Майю. Мы уже в Майе. Krishna falling into Maya, we're already in Maya. Нам нет вопроса о том, что пасть в Майю. Мы просто в Майе. The question is how to get out of Maya. Вопрос в том, как выбраться из Майи. So the process is the same everywhere. И процесс везде работает одинаково. We have to dedicate our activities to Krishna. Свою деятельность нужно посвящать Кришне. So if we think it's my house, Если я думаю, это мой it's дом, my wife, моя жена, it's my children, мои дети, my body, мое тело, that's Maya. это мое, моя. So we have to understand it's Krishna's body, Можно понять, это не мое, это Кришнино тело. it's Krishna's house, Это Кришнин дом, this is Krishna's servants. и это слуги Кришны. And I must sincerely utilize Krishna's energies in his service. И что должен делать я, так это искренне стараться занимать эту энергию Кришны в служении Ему. If we take that attitude, we have that vision, И у нас должно быть такое видение, такое отношение к объектам этого мира. and we learn the process of devotional service, Также мы должны изучать сам процесс преданного служения. by which we become aware of what Krishna wants us to do with his energies. И именно благодаря этому мы сможем понять, чего же Кришна хочет от нас, как мы должны использовать Его энергии, And we actually engage in Krishna's service и как нам служить Кришне. by using his energies in his service under the direction of his representatives. Как мы можем служить Кришне, задействуя энергии Кришны в служении Ему под руководством Его представителя. As much as we become sincere, И по мере того, как мы будем искренне делать это, then Krishna will reciprocate with us. Кришна будет помогать нам, отвечать нам. So it is not that in the temple Krishna is there and outside there is no Krishna. Не нужно думать, что Кришна только в храме, а за забором храма Его нет. There's no place where Krishna is not. Нет такого места, где не было бы Кришны. So it's just a question of sincerity, Это лишь вопрос нашей искренности, developing a service attitude. вопрос развития настроения служения. Certainly it's easier in the temple, Конечно, в храме проще, but by practice, anywhere we
serve Krishna. Если мы будем учиться, тренироваться, то мы сможем везде увидеть Кришну. If we're in the house, we should have a program every day. Поэтому каждый день у себя дома нужно проводить программу, Make our house into a temple. чтобы преобразить дом в храм. Sit down with the family in the morning Утром всей семьей нужно сесть, and in the evening. и вечером тоже Chant Hare Krishna. петь Харе Кришну, Hear Srimad Bhagavatam Bhagavad Gita. слушать Шримад Бхагаватам Бхагавад-гиту, Worship the deities. поклоняться Божеству, Offer our food to Krishna. предлагать пищу Кришне. Then we'll become prepared to go out into the world and serve Krishna. Тогда мы сможем использовать этот мир в служении Кришне. But if we're not Krishna conscious in our house, how will we be Krishna conscious outside our house? Но если мы не поддерживаем сознание Кришны даже у себя дома, то о чем тогда речь? Как поддерживать его вне стен дома? Anything else? Да. Да. Как стать серьезным? How can we become serious? Hear, Слушать. but hear from Krishna Но слушать не кого-то, а Кришну and from his representatives. и представителей Кришны. Try to open our ears Пытаться раскрыть уши по направлению к этому звуку. and then try to understand what we've heard. И пытаться понять, что мы услышали. Think about what we've heard Раздумывать над услышанным. and see how it can be applied within our lives. И думать о том, как применить это в своей жизни. And then try to apply it. А затем попытаться и применить. And then Krishna will help us become sincere. И тогда Кришна поможет нам стать искренними. And give up Maya. И также нужно отказаться от майи. Not that I worked so hard for Krishna today. Не то, что, знаете, я сегодня так трудился для I Кришны, need a break. нужно мне передохнуть. Oh, we have to give up Maya. Нет, от майи нужно отказаться. And at the same time becomes hear about Krishna. И в то же время слушать о Кришне. Hear about how to serve Krishna. Слушать о том, как служить Кришне. Try and understand how to apply that practically in our lives. И пытаться понять, как это воплотить в своей жизни. And then try to do that. И просто делать это, стараться. And then hopefully Vishavinivartante Niraharasidehinam Rasavarjam Rasopyasya Param Drishva Nivartate. That the soul may be restricted from enjoyment, material enjoyment. Человек может ограничивать себя в чувственных материальных наслаждениях. Although that taste for sense objects remains. Хотя вкус к наслаждению объектами чувств продолжает жить в его сердце. But if we param drishva, if we get the higher taste, Однако, если человек испытывает высший вкус, then we can become actually fixed in our consciousness. то он может утвердиться в своем сознании. So we have to concentrate on devotional service. Таким образом, нам нужно сосредоточиться на преданном служении. And at the same time not get diverted. И в то же время не отвлекаться. Then hopefully that higher taste will be there. Тогда можно надеяться на высший вкус. And that will be encouraging us. А это будет нас воодушевлять. Yes. Раз говорил, что надо сохранять настроение слуги, инструмента. За счет чего это происходит, когда я с помощью разума фиксирую интеллектуальное понимание, которое нужно. И это милость Кришны, Вайшнава, настроение. То есть настроение служения, является ли это результатом интеллектуального напряжения? То есть, когда я сам понимаю это, либо это милость Кришны преданных. You mentioned that one should have this service attitude and trying to, understanding that we are just the instruments and like that. So this understanding, is it a product of the intellectual understanding, or one can get it only by the mercy of Krishna and the devotees? Вопрос еще раз. Вопрос в том, является ли настроение служения результатом интеллектуальных усилий, либо это результат милости.
Well, even the theoretical understanding is only about the mercy of Krishna and the devotees. Но даже если у меня есть вот теоретическое понимание, оно также приходит по милости преданных и Кришны. But whether we accept it or not, that's up to us. Но примем ли мы это? Вот это уже от нас зависит. If we, as much as we accept, Насколько мы принимаем, as much as we've heard, as much as we've accepted, насколько мы услышали и приняли, as much as we apply, и насколько мы применили это в своей жизни, to that much Krishna and His devotees will give us mercy. настолько Кришна и преданные даруют нам свою милость. The beginning is mercy, Начинается с милости. just to have the opportunity to hear about Krishna. Самая возможность услышать о Кришне. It's Krishna's mercy we can understand what He's saying. Под милостью Кришны мы можем понять, что Он говорит. And it's Krishna's mercy we can apply what He's telling us. И по милости Кришны мы можем воплотить в жизни то, о чем Он говорит. And it's Krishna's mercy that He gives us His mercy. И по милости Кришны мы получаем милость Кришны. We just have to not get in the way, that's all. Надо просто не путаться под ногами. That's what Krishna says in Bhagavad Gita. Это то, о чем Кришна в Бхагавад-гите говорит. Apuryamanam achala pratishtam samudram apa pravishanti adva tadva kamaya pravishanti sarade seshantim apnoti nakama kami. A person is not disturbed by the incessant flow of desires Человек, которого не беспокоит желание чувств, that enter like rivers into an ocean. Потому что эти желания входят в его ум, как подобно рекам, которые втекают в океан. But although this ocean is always being filled with this water from the rivers, И хотя вода, которую несут реки, вновь и вновь наполняет океан, it's not being disturbed. его никак это не The беспокоит. ocean remains the same. Океан не меняется. Similarly, the person is absorbed in Krishna consciousness. Точно так же, если человек погружен в сознание Кришны, Although so many material desires may be flowing through his mind, хотя через его ум могут проноситься многочисленные материальные желания, he doesn't become attracted by them. они нисколько не привлекают его. So if we take shelter of Krishna's mercy, И мы предаемся милости Кришны. then we'll get Krishna's mercy. И так мы получаем милость Кришны. And if we take shelter of Maya's mercy, Однако, если мы предаемся Майе, ее we'll милости, get Maya's mercy. то если мы полагаемся на ее милость, то мы She'll beat получим on us ее милость, она нас отлупит. until we accept Krishna's mercy. Она будет бить нас и пинать, пока мы не предадимся милости Кришны. So to come in contact with the devotees, Поэтому нужно встречаться с преданными, hear about Krishna and devotional service, слушать о Кришне и преданном служении, become inspired to render service to Krishna and become Krishna conscious. вдохновенно служить Кришне, славя Кришну. Get the opportunity to render service to Krishna and chant Hare Krishna. То есть использовать всякую возможность послужить Кришне и воспевать Харе Кришну. That's all Krishna's and His devotees' mercy. И это все милость Кришны и его преданных. We just have to accept it Над нас лишь принять это. and not become distracted by all the mercy Maya is offering us. И не отвлекаться на все те разновидности милости, которые сулит нам Майя. Okay, we're supposed to start now. Спасибо. Spasiba, Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande.